Всем привет! С вами Сева Приходько, и сегодня ко мне на обзор попал новый тонкий и компактный Acer Swift 3. Что вам сказать, Acer снова решили нас порадовать интересными моделями ультрабуков, но кроме того, конкретно этот Swift работает на базе нового 7-нанометрового процессора AMD Ryzen 5 4500U. В общем, давайте разбираться, насколько все это хорошо здесь работает, или может не очень хорошо, так что устраивайтесь поудобнее и поехали. Как только я взял ноутбук в руки, первое, на что обращаешь все-таки внимание, это размеры. Он очень тонкий, легкий и компактный, его вес немножко больше килограмма, а если быть точным, то 1,2 кило. И мне кажется, это идеально подойдет для тех, кому ноутбук нужен вот всегда под рукой, как смартфон. Можно смело кидать его в рюкзак, но этот килограмм вам точно никакой погоды не сыграет. Кстати, в комплектации у нас идет такой же компактный и легкий блок питания, мощность которого составляет здесь 65 Вт. Как видите по дизайну, у нас здесь такой светло-серый корпус, ноутбук изготовлен из алюминиево-магниевых сплавов, а потому он и легкий, и в то же время довольно прочный. И на мой взгляд, он выглядит современно и стильно и подойдет как, например, офисное решение, так и легко впишется в абсолютно любой интерьер. Габариты корпуса 323 на 219 мм при толщине в 16 мм. Что удобно, крышка открывается здесь на все 180 градусов. Во-первых, это банально удобно, например, когда вам необходимо поработать не в переносном смысле на коленке, потому что экран можете подстроить как вам удобно. Во-вторых, так удобнее, например, что-то продемонстрировать на экране своему коллеге, я не знаю, там, презентацию или прочие эти штуки. В этой истории есть только два момента. Первое. Если вы работаете с ноутбуком на коленке, то ни в коем случае не перекрывайте вот эти вентиляционные решетки. Ноутбук вам за это спасибо точно не скажет. Во-вторых, если вы работаете с открытой крышкой на 180 градусов за столом, то следите за тем, чтобы не поцарапать эту крышку о стол. Царапины здесь, конечно, не особо видны, и это огромное такое преимущество конкретно этому материала, но, тем не менее, будьте аккуратны. По портам здесь у нас базовый набор. Слева у нас есть порт для зарядки, помимо этого есть USB-C, по которому, кстати, тоже можно заряжать ноутбук. Далее идет HDMI и USB 3.2. А справа у нас один USB, замок Kensington и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. У данной модели диагональ экрана 14 дюймов. Поверхность здесь матовая, углы обзора достаточно широкие, а разрешение Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Переходя к клавиатуре, я был приятно удивлен, так как рабочая поверхность здесь довольно, во-первых, приятная на ощупь, и что более важно, она не сильно пачкается при каждодневном использовании. Серебристый цвет клавиш сочетается с цветом корпуса и выглядит привлекательно. Плюс клавиатура имеет мягкую белую подсветку, которая включается сразу после нажатия на абсолютно любую клавишу. Единственный, как мне кажется, момент, который может кому-то не понравиться, это то, что кнопка включения и выключения здесь находится справа, и она расположена вместе со всеми остальными клавишами. С непривычки ее можно случайно нажать вместо клавиши Delete, но я подчеркну, что это все-таки дело привычки, и после пары выключений вашего ноута вы к этому привыкнете. Справа под клавиатурой у нас здесь размещен сканер отпечатков пальца. Его легко найти, потому что он темный и хорошо выделяется на фоне серебристого цвета. В работе с ним у меня тоже не возникало никаких вопросов. 10 срабатываний из 10. Тачпад здесь у нас среднего размера, удобный для работы и выполнен в виде единой панели без раздельных кнопок. Мне было достаточно комфортно им пользоваться, и я считаю, что это вообще достаточно важный фактор. Ведь это однозначно мобильное устройство, и в большинстве случаев вы, скорее всего, не будете брать с собой мышку, а тачпада вам будет достаточно. Напомню, что здесь установлен процессор AMD Ryzen 5 4500U. Он обеспечивает высокую производительность благодаря аж 6 ядрам и встроенной графике Vega. И плюс все это сочетается с высокой экономичностью и низким тепловыделением за счет 7-нанометрового техпроцесса. Оперативной памяти здесь может быть 8 ГБ, как у меня, или 16. NVMe накопители могут варьироваться от 128 ГБ до 1 терабайта. Для беспроводной работы здесь есть Wi-Fi 6, а для беспроводных аксессуаров используется Bluetooth 5.0.
Хочу отметить, что сам по себе ноутбук тихий, и это несомненно плюс. При повседневных задачах нет никакого отвлекающего жужжания, и корпус не перегревается. Только при тестировании и максимальной нагрузке мне удалось вообще хоть как-то раскрутить эти вентиляторы, так чтобы их стало хоть немножко, но слышно. Еще один большой плюс – это продолжительность работы. Емкость аккумулятора здесь составляет 48 Вт-час, и если вы, например, взяли его на работу или учебу и забыли зарядку, то можете не переживать, он сможет продержаться при такой средней нагрузке около 8-9 часов. Кроме того, здесь есть быстрая зарядка, то есть за 30 минут он заряжается на 4 часа работы. Подводя итоги, могу сказать, что мне модель понравилась. Считаю, что все, что необходимо обычному пользователю, здесь есть. Хорошая производительность, компактность, неплохой дисплей, плюс сканер отпечатков пальца еще, современный дизайн, ну и, конечно же, самое важное – это соотношение цена-качество здесь на высоте. Друзья, с вами был Сева Приходько. Пишите в комментариях, как вам ноутбук, как вам обзор. Не забудьте поддержать этот ролик лайком, мне будет очень приятно, а у вас это займет всего 2 секунды. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь, здесь много всякого интересного выходит. Ну и как всегда, скоро увидимся.